Всем привет! Меня зовут Виктор, мне 39 лет, и я уже почти 5 лет живу в Германии. В этом видео я хотел бы немного поразмышлять о свободе выбора места жизни. А делать я это буду по дороге домой с работы на своем электровелосипеде. Ну что, поехали вместе? Наверное, если бы в 15 лет мне кто-нибудь сказал, что однажды я буду жить в Германии и записывать видео о своей дороге домой с работы на электровелосипеде, я бы просто не поверил. А если бы мне вдогонку сказали, что при этом я буду еще и всерьез размышлять о реальной возможности переезда в Швейцарию, то я бы просто умер от смеха. Для меня свобода – это, пожалуй, второе самое ценное, что есть у человека. После самой жизни, конечно же. Мы часто говорим о бытовой свободе выбора. Какой фильм посмотреть, какой смартфон купить, куда поехать отдохнуть, какую машину хочется купить. Но есть выбор, который может кардинально изменить всю твою жизнь. Это выбор места, где ты будешь жить дальше. Почему я считаю, что тема выбора места жительства заслуживает особого внимания? Да потому, что мы зачастую совершенно недооцениваем всю важность и очевидность этого решения. Просто взять и переехать, чтобы разом решить некоторые проблемы. А уж если и задумываемся, то превращаем этот выбор во что-то невероятно сложное. Но как гласит одна поговорка, если гора не идет к Магомету, то Магомет идет к горе. Мне кажется, что чаще всего нам мешают вовсе не отсутствие денег или навыков. Нам мешают наши собственные сомнения. Мы боимся ошибиться, боимся нового и неизведанного, боимся реакции родственников и друзей. А иногда нам просто лень менять привычную жизнь. А сейчас начинается дорога, предназначенная только для сельскохозяйственной техники. Ни мотоциклам, ни автомобилям сюда въезжать нельзя, о чем свидетельствуют дорожные знаки с обеих сторон. Но, к сожалению, немцы тоже нарушают правила, и зачастую я встречаю здесь автомобили и микроавтобусы и мотоциклы. Итак, из чего же состоит и почему так важен именно свободный выбор места жительства? Во-первых, нужно ответить на совершенно очевидные и банальные вопросы. Нужно выбрать новое жилье в моем населенном пункте или придется куда-то переезжать? Если нужно переезжать, то куда-то по соседству или это будет далеко и я не смогу по вечерам или выходным навещать своих родителей и друзей? Если далеко, то насколько? Можно остаться где-то на родине или придется переезжать в другую страну? Во-вторых, нужно ответить на более насущные вопросы.
Сколько будет стоить сам переезд? Смогу ли я сам все организовать? Или будет нужна помощь близких людей? Или вообще придется нанимать специальную фирму? Сколько будет стоить аренда или покупка? А потом и коммуналка. А нужно ли сразу делать ремонт или покупать мебель? Как далеко придется ездить до работы, школы, супермаркета или больницы? И все будет рядом с домом, и машина будет вовсе не нужна. Все это были основные факторы при выборе места жительства. А сейчас будет второй интересный момент из моей поездки. Эта дорога ведет с небольшим уклоном вниз, и я разогнался, как обычно, примерно до 35-40 км в час. И вот в один момент я на секунду отвлекся на камеру, закрепленную у меня на груди, и соскочил на обочину. На такой высокой скорости это могло бы очень печально закончиться. Но я крепко держал руль, и поэтому отделался лишь легким испугом. В-третьих, не стоит забывать, что поиск нового места для жизни – это не просто выбор из самого выгодного предложения по квадратным метрам, стоимости покупки или аренды и отдаления в километрах от точек интереса. Это выбор своей будущей среды обитания. Насколько она нам подходит? Будем ли мы там счастливее? За это и отвечают, на мой взгляд, важнейшие факторы при выборе места жизни, характеризующие весь регион или страну в целом, такие как среднегодовой климат, общее качество жизни, развитость и образование общества, уровень безопасности, качество и доступность медицины, наличие возможностей развития не только для себя, но и для своих, возможно, будущих детей и еще многое-многое другое. А сейчас будет следующий интересный момент из моей поездки. Я еду через настоящую немецкую деревню с большим количеством хозяйственных построек, домашних животных. С правой стороны будут пастись овечки, а с левой стороны будет стоять заряженный универсал BMW с очень красивым литьем. Хоть я еду на электровелосипеде, но по дороге домой я стараюсь ехать максимально быстро, без участия мотора. 30-35, иногда 40 км в час. Тем более, что дорога всегда идет немножко вниз. И вдруг я решил посмотреть на мой пульс, который измеряет смарт-часы Huawei. И что же я увидел? 182 удара в минуту. Я немножко удивился, но медленнее ехать не стал. Именно итоговая совокупность всех этих факторов и определяет,
насколько необходимо выбрать именно то или другое место, в котором я со своей семьей хотел бы жить дальше и, возможно, встретить свою старость. Об этом более подробно будет следующее видео, которое так и будет называться «Важнейшие факторы при выборе места жизни». А сейчас я обгоню интересное транспортное средство. Сначала мне показалось, что это обычная мини-машинка, которая может ехать максимально 45 км в час. Такой мопед с крышей, которых очень много в Германии. Но когда я ее догнал и увидел сзади цифру 15, то я немного растерялся. Оказалось, что это моторизованная электроинвалидная коляска. Непонимание важности многочисленных факторов, а их может быть гораздо больше, чем я озвучил. Незнание реальных возможностей, а о них сперва нужно как-то узнать. Нежелание сравнивать жизнь в разных регионах или странах. Лучше синица в руках, чем журавль в небе. А также страх перед моральным осуждением родственников, друзей или обществом в целом. Ну или в самом крайнем случае физическое ограничение со стороны государства. Все это мешает нам сделать наш выбор поистине свободным. В любом случае, сбор информации и ее сравнение – это и есть первый шаг к принятию свободного решения. А вот рассказы, легенды, басни и всякие страшилки стоит избегать. И плохие, и хорошие примеры могут быть ошибочными и сильно искаженными. Глухой телефон или штиллепост по-немецки. Только плотный личный контакт с близким мне человеком можно использовать для получения реального отзыва, заслуживающего моего внимания. В любом случае, жизненных ситуаций слишком много, чтобы сделать правильный и свободный вывод на их основании. Это слишком сложно. Например, несмотря на огромное количество страшных историй о США, эта страна остается самой желанной для переезда в мире. Кстати, позже мы еще поговорим о том, какие страны лично мы рассматривали и как мы в итоге остановили свой выбор именно на Германии, а также какие страны люди выбирают чаще всего и почему. Я, как и многие другие, много лет жил там, где родился. Потом там, куда меня перевезли родители, пока я был маленьким. И взрослея, я даже не задумывался о возможности переезда. Хотя четкое ощущение того, что я родился не в той стране, у меня появилось примерно в 9 классе. Но мне иногда казалось, что я действительно счастлив, что нам хорошо и комфортно. А иногда все было с точностью да наоборот. Часто я слышал фразы: «Где родился, там и пригодился». «Везде хорошо, где нас нет». Или «Пора снять розовые очки». Эти фразы вместе со схожими настроениями окружающих не давали мне и шанса задуматься о возможных переменах. Ведь они-то, в общем-то, и не нужны.
хотя к тому времени я уже много раз видел и слышал. Наши соседи и друзья переезжали в Германию, да и мои родители вместе с 3 детьми переехали в Россию. Никто мне не объяснял, что очень даже можно и вполне вероятно очень даже нужно двигаться дальше, если что-то сильно не устраивает и хочется перемен к лучшему. Например, моя семья переехала из Казахстана в Россию в конце 2000-х. Они решились на это из-за совокупности многих негативных факторов. Долгое время зарплата родителей существовала только на бумаге. Денег нет, но вы держитесь. Из-за отсутствия денег, несмотря на полную занятость, мои родители были вынуждены иметь много подработок. И все равно приходилось дополнительно заниматься земледелием и животноводством, чтобы прокормить себя. Многие годы в нашем городе, а может и во всей стране, были сильные перебои с водоснабжением, электричеством и газом. 3 взрослеющих детей нуждались в хорошем профессиональном или даже высшем образовании. Общее ухудшение положения русскоязычной части населения из-за резкого начала продвижения национальных ценностей и идей. Я очень сильно уважаю решения моих родителей. Они сделали для своих детей, для нас, самое лучшее, что могли. Они дали нам шанс обрести достойную жизнь без страха за свое будущее. А также показали нам, что не стоит до последнего терпеть и страдать, лелея хрупкую надежду, что когда-нибудь все точно наладится. Также я уверен, что им пришлось провести много времени в обсуждениях своих сомнений и подавлении своих страхов. Но они смогли. Спасибо им за это. К слову, их риск в то время был действительно велик. Во время серьезного экономического кризиса они продали абсолютно все и несколько месяцев искали новое жилье в России, пока мы жили у дяди в Казахстане. А через 3 месяца после покупки своего дома случился дефолт, и миллионы граждан потеряли абсолютно все свои накопления. К примеру, моя бабушка задолго до этого продала однокомнатную квартиру, а после дефолта могла себе позволить купить 2-литровые бутылки молока. А сейчас можно посмотреть цены на топливо на автозаправке «Арал». Это популярная сеть автозаправок в Германии. Обычно цены тут немножко выше, чем на других автозаправках, но не сильно. И эти цены держатся уже последние несколько месяцев. Немножко выше, немножко ниже. Хочу заметить, что я категорически не согласен с фразами «риск– благородное дело» и «кто не рискует, тот не пьет шампанское». Мне больше нравится моя личная интерпретация этого высказывания. Кто не рискует, тот не лежит в больнице. При этом я прекрасно понимаю, что многие сложные решения сопряжены с определенным риском. Но когда нужда или крайнее неудовлетворение от жизни начинает давлеть над страхом риска, то нужно действовать. Да, необходимо как можно тщательнее все планировать и стараться как можно сильнее минимизировать риски. Но все равно нельзя бояться. Нужно просто продолжать действовать. Но, как я уже говорил,
Различных жизненных ситуаций слишком много, чтобы пытаться их все собрать в кучку и проанализировать. Поэтому стоит опираться только на сухие факты из достоверных источников. Что, к сожалению, иногда бывает не просто затруднительно, но и невозможно. Но мы же с вами надеемся только на лучшее и ищем истину дальше. Один мой очень мудрый коллега из Санкт-Петербурга часто повторял: у каждого своя правда, а истина одна. Звучит красиво, и в общем-то я с этим согласен. Но я не стал бы разделять понятия правда и истина. Лучше звучит так: у каждого может быть свое мнение, но оно может отличаться от истины, и это нормально. Очень часто бывает так, что мы сами боимся или ленимся что-то изменить, без каких-либо внешних факторов. И это препятствие существует только у нас в голове, и оно бывает самым сильным и самым сложным для преодоления. Страх сделать первый шаг и нежелание изменить привычный образ жизни – вот что мешает сделать нам по-настоящему свободный выбор. Но если у нас есть свобода выбирать, то почему бы этим не воспользоваться? Ведь счастье редко приходит само из ниоткуда. Иногда ему нужно немного помочь и самому сделать первый шаг навстречу. Именно об этом мой канал. Об истинной и ничем не ограниченной свободе выбора. И если хотя бы один человек после этого видео перестанет бояться перемен, начнет искать свое место в жизни и станет немного счастливее, значит, я записал его не зря. До следующих поездок. Удачи!